Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. ППУ улей. Вот игрушка моя на этот год. Так вот, какая проблема нашлась в этом ППУ улье. Эта проблема в том, что пчелы, когда ставишь второй корпус, это я их расширил уже на второй корпус, потому что они выросли. Вот матка не хочет с нижнего корпуса переходить в верхний корпус. И это и в прошлом году так было. И вот сейчас я открою улей, и скорее всего, опять же, так оно и будет. Судя по тому, что пчелы возле литка не бегают. Если бы там была матка в этом корпусе, там бы через этот литок летали пчелы. Там какая-то одна калека вылезла. В общем, не летают они через этот корпус. Скорее всего, матка в него не пошла. Вот если улья брать деревянные, то там, если даже вы книжечку почитаете, то написано, что вот как только пчелы заняли первый корпус, ставят второй, и матка перебегает во второй корпус, в верхний, потому что тепло идет вверх, верхний корпус нагревается. Ну и к тому же в деревянных ульях внизу пчелы дышат, пчел много, скапливается углекислый газ. А расплод, как и матка, очень любят кислород, страшно его любят, обожают просто. Вот в нижнем корпусе получается углекислоты немножко больше, чем в верхнем. И она от этой углекислоты бежит в верхнюю часть. И там начинает откладывать расплод. И таким образом внизу остается расплодное гнездо. Матка перемещается в верхний корпус, там, где много пустых рамок. И начинает там интенсивно работать. А тут же сетчатое дно. Углекислота, она тяжелее воздуха, опускается вниз через сетчатое дно и пошла на улицу. И ей в ППУ улье очень хорошо и в нижнем корпусе. И вот в этих ульях ППУ матки не хотят идти в верхний корпус. И это есть проблема. Ну, сейчас мы его откроем и посмотрим, пошла или не пошла. Но есть у меня большие сомнения. Это неделю назад я ставил корпус. Сейчас посмотрим, что там. Крышка. Крышку снимаем. Пленочку снимаем. И смотрим на этот ужас. Так, пчелы нет. Значит, что? Никто в этот корпус не пошел. Ах ты ж зараза. Такая вот беда. Планочку уберем. Ладно, сейчас полистаем рамочки в этом корпусе. Но судя по тому, что нету никакой пановочки, то есть белого воску, то никакого расплода тут нет. Какие-то несколько коллег пчел, конечно, лазят там, но матки, наверное, нету. Дай бы бог, чтобы я ошибался, но скорее всего, что так. Давайте посмотрим на этот ужас. Так, дупель пусто. Пустейшая рамка, пчел нету. В общем, то, что я ставил им неделю назад второй корпус, чтобы они расширились, это все фигня. Так, тут немножко метку принесли. Пчелок немножко больше сидит. Ну, матки тут нету, расплоду нету. Просто они поднесли немножко метку. Поэтому там пчелки трутся. Все, ничего. Тоже рамка тяжеленькая. Метку принесли. Пчелка тут трется. Роевой пчелы не видно, чтобы висела снизу, но это надо нижний корпус обязательно смотреть. Матки, соответственно, что? Какая там матка, блин? Тут все залито нектаром. Рапсом залито, потому что штырь такой стоит рапсовый. Так, сейчас рапс цветет, они где-то там что-то нашли. Вообще голо, ноль, ни меду, ни пчел. Ну, в общем, и такое все гнездо. По краям немножко меду, голо, дупель пусто. Так, с краю на двух рамочках мед, со второй стороны тоже на двух рамочках мед, середина пустая. Вот вам и расширение ППУ улье вверх одним корпусом. Нифига так не получается, господа хорошие. Вот это проблема ППУ, о которой я не знал, а теперь знаю. Так, ну что, надо снимать этот верхний корпус, смотреть, что там в нижнем, потому что они были не расширены. Их было на то время, когда их расширял, уже полный комплект расплоду. То есть там весь корпус был в расплоде. И вполне вероятно, что они там могли маточников нацеплять. Такие вот дела. И надо проверить их на маточники. Потому что если они не расширились вверх, то они сидят внизу. А их там налупилось, а их там сейчас много. Ну то, что рапс цветет, может, спасло немножко, и они не зароились. Но вполне возможно и зароились. Поэтому нижний корпус надо осматривать. И расширять надо только через ганимановскую решетку. Брать вот такой вот решетка, ложить сверху на корпус и только так расширять. Потому что по-другому эти улья не расширяются. Вот ППУ улья, так как деревянные, расширять нельзя. Потому что что? Потому что нифига не получается, ребятки. Так что плачевная ситуация. Она и в прошлом году была. Ну, в прошлый год я только тренировался с этими ульями. Но в прошлом году заметил, что такая беда.
А в этом году еще раз убедился. В общем, беда с ППУ ульями. Вверх расширять нельзя. Расширять можно только вниз. Так что снимаем чудный верхний корпус. Он легенький. Пчелок тут нету, меду нету. И будем смотреть нижний корпус. А тут в нижнем корпусе их должно быть как грибов после потопа. Так, белой пановочки нету. Значит, что? Приноса нектара в улей нету. Потому что когда есть принос улей, есть белая пановочка. Тут что? Тут кое-где она есть. Ну, в общем-то, никто мед не собирает. Это мы уже без вас поняли. Сейчас я подумаю, может быть, расширю их, а может, сделаю из них отводок. Потому что до акации у нас еще, наверное, неделя-полторы. Запущу, может быть, на маток. Пусть матку выводят. Так, зверье. О, тут все в расплоде. Главное в этом деле что? Матку не потерять. Матку не потерять. Потому что потеряете матку, считайте, что все. Приехали. А тут матка хорошая, мне бы не хотелось ее потерять. Она прошлогодняя, молодая, хорошая такая матка. Так, вроде ее тут нету на этих рамках. Рамочку, значит, пока что в сторону, чтобы не мешало. И продолжим осмотр нашего гнезда. Посмотрим, сколько у них расплоду. Тяжелая рамка с медом, значит. Да, мед, пирога. Что хотите. Так, кусочек расплода, но в основном все забито медом. И мед они принесли сами. То есть начали складывать сюда мед. Не несут в верхний корпус. Вот, а складывают в нижнем корпусе. Противные мохнатые существа. Куда надо мед складывать? В верхний корпус. Куда вы сложили? В нижний корпус. Какие молодцы. Так, ну тут все в расплоде. Все полностью. От бруска до бруска. Расплод. Хорошо. Расплод. Тут все будет в расплоде. Семья сильнейшая. А расширил я их неправильно. Так, тут что? Какие-то вредные мисочки висят. Так, нет там ничего в этих мисочках. Так, крутик есть, немножко выращивают. Все в расплоде. Все в расплоде. Так, это уже 3 рамочки расплода. Расплода это буржуев день. Расплода тьмища будет. Что тут? Все в расплоде. Все в расплоде. Матка где-то, ладно, искать даже не буду. Так, ну тут они забили пергой. В общем, у них явно проблемы с местом, куда складывать мед, куда складывать пергу. Явные проблемы с этим делом. Явные проблемы. Ну почему проблемы? Потому что им тесно. Тем более улей не 12 рамок, а 10. Это вообще катастрофа. 10-рамочная система. Все в расплоде, все в расплоде. Там, где расплод вышел, заливают медом. Так, тут расплод вышел, яйца еще не успела набросать. Значит, тут расплод только вышел. Все в расплоде. Это была 5-я рамка расплода. Сейчас мы этих товарищей тут нагнем немножко. Это что у нас? Все в расплоде, все в расплоде. Расплод выходит. Вот, тут уже вышел расплод. Чудесно. Это что у нас? Миска. Миска, как обычно. Да. Маточника вроде не видно. Это радует. Так, тут уже расплод вышел, и матка запуговала яйца. Ну, чудесно. Где нам жить? Где нам жить? Нам же тесно. Да? А в верхний корпус мы идти не хотим. Не хотим, и все. Потому что мы такие пчелы, которые не хотят в верхний корпус идти. Так, все в расплоде, все в расплоде. Все в расплоде, все в расплоде, все в расплоде. Вредные пчелы, нехорошие пчелы. Тут что, все в расплоде, не запечатано.
Все в расплоде, не запечатано. Крайняя рамочка. Медовая или тоже расплод? Сейчас посмотрим. Тяжелая. Медовая. Нет расплода. Ну, хорошо, нету, так и нет. Итого из 10 рамок только на 2 нету расплода. 8 рамок расплод как огонь. И было бы больше, если бы они пошли в верхний корпус. Они не пошли. Значит, эту неделю они что? Прошланговали. Ну, краевых маточников тоже нет, это тоже радует. И вот теперь вопрос сделать отводок или сделать расширение вверх. Как бы правильно. А наверное, сделаю я отводочек небольшой.